Некрофилия или труположество – любовь ко всему мертвому в многочисленной литературе выражена как парафилия, являющаяся половым влечением к трупам, что является только частным случаем. Может рассматриваться в том числе как разновидность фетишизма или как самостоятельное расстройство полового предпочтения, является противоположностью биофилии. Я вас всех приветствую, меня зовут Болот Ибрагимов. На протяжении долгих лет вы все могли наблюдать, как я бесстрашно боролся с коррупцией в рядах сотрудников милиции Кыргызской Республики, да и вообще в правоохранительных органах в целом. Но сегодня я хочу рассказать вам об обратной стороне милиции, а если быть точнее, о том, как оперативники уголовного розыска днем и ночью занимались поисками одного из самых мерзких преступников в истории нашей страны, для того, чтобы мы с вами жили в спокойствии. Речь пойдет о некрофиле, который получал удовольствие от того, что скрывал могилы умерших девушек, а затем совершал надругательство над их телами. Михаил Лукьянов, так звали некрофила, оставался неуловимым долгих 28 лет. Следствием доказано 46 фактов надругательств над могилами с его стороны. Сервис на мировом уровне. Бишкек Petroleum. It's more than just oil. It's liquid engineering. Так, в 1987 году я прибыл в Кеминский район в отдел уголовного розыска. По прибытию поступило сообщение, что в Орловке скрыта могила. Мы со следователем прокуратуры Завозиевым Валерой выехали на место происшествия. По прибытию обнаружили, что гроб был наполовину скрыт, и задняя часть женщины, снаружи была, чаркой, не полностью. И все, на этом закончилось. Пришли, осмотр написали, ушли так. Подумали, что тогда про некрофил вообще никто ничего не знал. Подумали, это детская шалость, там кто-то баловался. Они возбудили дело, надругательство над могилой. И все, на этом прекратили, стали искать, рейды делать. Нет ничего. Потом позже мне дают материал. Прибыла с международного Красный Крест по армейски. Оттуда материал пришел. Писал врач бывший, уже старик, проживает в Акпикете. Сейчас уже умер, наверное. Лет 80 ему было. Он написал, говорит, вокруг дома конопля растет, милиция не смотрит. Мне дали этот материал, я к нему поехал. Что ты, так говорю, проверю, объясню, что это конопля эффекта никакого не дает, ее не курят почти. Слабые. Пошел, объясняю, с ним разговариваю. Он говорит, вот ребята пришли, посмотрели. Я говорю, нам некогда, знаете, вот так, могилу скрыли. О, ребята, сюинчу, говорит. Я говорю, что за сюинчу? Некрофил появился. Я говорю, а что это такое некрофил? А это влечение, говорит, половое влечение к мертвецам. У него там встречное заявление взял, пришел, начальство доложил, вот так, говорю. А потом этот старик сказал мне, рассказал, говорит, в 1947 году с Быстровки везли труп. В морг в Кемине не было много, в Токмак везли. И он, говорит, тогда один начал мертвецов прям в кузове, говорит, насиловать. И вот тогда от некрофила раз в 100 лет появляется, говорит, такой некрофил. Пришел, сказал, ты что, говорит, начальство, говорит, ты какую билиберду несешь, говорит, какой некрофил, ты что, говорит. Это вам в Кемине, да? А потом, хорошо, на этом закрылось. В 1987 году это первый случай был. Да, и в Аламине не было, нигде не было. Потом через полгода пошло Аламедин Сокулук. Раз. Мы потом уже поняли, что некрофил действительно есть, оказывается, появился. И начали искать. Я в 1995 году был начальником уголовного розыска Кеминского района. И в процессе этой работы мы столкнулись с таким видом как преступление, как некрофил. На то время
Мы даже не имели понятия о том, что такое некрофилы. Сначала нам ориентировки пришли, чтобы мы проверили все кладбища. Якобы вскрывают могилы, выносят гроб и надругаются. Мы начали организовывать работу по этому направлению, стали выставлять группы наблюдения под руководством начальника РОВД Ибрагимов Адылбек. Он до этого, оказывается, работал в МВД и сталкивался с этими проблемами. Для нас это было впервые. И организовав группы, распределили участковых, чтобы они выясняли, где хоронят непосредственно свежие могилы. Там в основном нам пришла информация, что он где-то до 40 дней приходит, узнает, где вот, например, там видно же, где цветы положили на могилы, это положили. И вот он приходил, да, свежие могилы вскрывал ночью и надругался. Мы так поняли, он, наверное, залетный, не местный, потому что всех здесь перепроверили. Засады сколько на могилках устраивали. А вы устраивали именно под Немино? Нет, в Орловке только, в Орловке. В Орловке только. Потому что здесь же скрыли. А потом повторно еще одну женщину скрывают. Она где-то весом 110 килограмм была. Ее с могилки вытащили, 50 метров в сторону оттащили, и там изнасилование произвели. Из этого мы сделали вывод: 110 килограмм женщина. Значит, насильник этот, некрофил, физическую силу имеет большую. Там не то, что он таскал, он, кажется, так выбросил его, блядь. А готовил, отошел метров 50 и там изнасиловал и ушел. На месте преступления начали уже досконально смотреть. Что-то штырь воткнутый около могилки стоит. Ну, думаем, что за штырь, почему воткнутый? И в первом случае, я говорю, штырь был в 87-м, говорю. А это уже где-то 93-й, наверное, год был. Не поняли, почему он штырь вот так тыкал. Ну, хорошо. Оказывается, для совершения преступления Лукьянову требовалось, чтобы труп пролежал в могиле хотя бы 7 дней и начал издавать запах. Для этого он помечал могилки, оставляя там колышки. И только после того, как пройдет этот промежуток времени, он туда приходил и вскрывал могилы. Важен был запах. Он испытывал удовольствие именно от него. 95-й год, это только становление нашей республики, слабое, да, техническое оснащение слабое, туда-там. Ну, взаимодействие с Айлёк-Мету тогда, поселковые советы, в основном поселковые советы были тогда, организовали Орловки, в Подгорном, в Быстровке, вот эти кладбища организовывать, чтобы выставляли посты. Наши ребята вот с уголовного розыска в МВД выезжали, чтобы сравнивали фотографии. Один факт получился. В нашем районе было за все это время, до того, как мы задержали, 3 факта. В Подгорном было и в Орловке 2 факта было, по-моему. Эти 3 факта мы зарегистрировали, но для нас это такое было. И в связи с этим 20 человек, по-моему, отправили в МВД, чтобы они посмотрели вот эти фотографии, изучили. После этого они пришли, уже конкретно тогда уже план составили, мы уже организовали. И вот, который последний, мы его задержали, где в Орловке девушка, по-моему, она в дорожно-транспортном происшествии погибла, молодая девушка. И что, здесь выезжаем, что, говорит, обратно могилу скрыли. Ну, 3 оперативников выехали, здесь по тревоге РОВД подняли. Начали вот здесь полностью, в общем, сказали, что гроба с этим нету, с телом. 14-летняя девчонка была, в аварии умерла. Вот ее скрыли, и гроб, и тела нету. Родители, там, родственники все плачут над могилой. Мы подошли, они говорят, хоть гроб, говорят, с телом найдите туда-сюда. Сейчас я нахожусь на кладбище города Орловка. Здесь Михаил Лукьянов совершил 3 своих преступления, связанные со вскрытием могил и последующим надругательством над телом жертвы. И именно 3-е преступление стало для него роковым, потому что он не успел его завершить и дождался ночи, чтобы сделать это. Но оперативные сотрудники уголовного розыска Кеминского РОВД не дали этого сделать и по горячим следам обнаружили и задержали Михаила Лукьянова недалеко от этого места. Когда вот это все случилось, все отцепили же,
территории вот этого кладбища, ну большая территория в том новом кладбище под горой. Мы вот это отцепили и все, сразу дали понять, что он действительно в центр не пойдет, потому что он грязный. Мы же поняли, что он грязный, это ж надо копать столько. Поэтому в центр мы не стали его транспорт туда посылать ребят. И мы просто в лес, вот это там скотобойня, потом дальше уже идет в горы. И вот туда послали группу в пешем порядке. А потом, ну что ищем. Начали везде здесь обследовать весь РОВД, искать гроб с телом. Ну, мы думаем, что, возможно, он на машине, тогда же представление имели, кто он такой. Возможно, скорее всего, он на машине, если что, на дачу увезли. И поднялись за Орловкой, здесь есть зона отдыха. Вот туда поехали втроем на машине. А потом, когда вот эту кушнарю насиловали, вот 110 килограмм, девчонка маленькая увидела, как раз 1 мая было, родительский день, и они пошли, оказывается, до матери. И там, говорит, мужика мы видели, говорит. Маленький такой, ростом где-то 160 сантиметров, худой, говорит, и бич. Не орловский, не наш, говорит. Ну, так сравнили, говорит, 110 килограмм выбросили, огромную силу она иметь. Какой-то инвалид, еще хромой, говорит он. Ну, ладно, говорю, посмотрим. Потом выехали на дачу, в зону отдыха. В зоне отдыха посмотрели. Ну, в общем, обследование сделали, ничего не нашли. Начали возвращаться, проезжали, вон там объездная дорога есть, от дачи, от зоны отдыха ведет. И увидели вот здесь мужика, вот где столб стоит, Высоковольтный, вот высоковольтный столб, под ним свалка была. Там разный мусор привозили, бросали на машине. И он здесь копошился. И что видно было, он на одну ногу хромал. Поехали, проверим его. Подъехали сюда, и вот подошли к нему, ты что, гроб по заднице ударил, говорю, ногой. Ты что, гроб с телом утащил? Не утаскивал, он там остался. Я говорю, я сам залазил туда. Нету там гроба с телом. Нет там, говорит, я не успел. Скрыл гроб, 2 вымени пощупал, говорит, и в это время памятник падает, знамение, он руки, ноги и сюда. Здесь на свалке перес... А? Утром, да, это он делал все? Ночью. Ночью, да. Убежал. Потом целый день ходил, обычно уходил же, 110-й квартал в Бишкек. А здесь он не закончил свое дело, поэтому остался. Начал здесь... До следующей ночи, да? Да, да. После того, что это он, то первый вопрос, когда задали, да? Да. Резко задал просто, блин. Он там нет, я тут, ничего не говоря, подошел просто. Не оставили, да? Он резко сказал, резко должен ответ дать. Куда ты дел, говорю, гроб с телом? Ты ж не забирал? Нет, я не трогал его. Только сиськи пощупал, говорит, там лежит. Вернулись, действительно, там. Когда поймали, он себя, вот, получается, растерянно вел? Да? Нет, он спокойно. А потом я уже с ним начал контактировать. Я говорю, тебе Чемурон на полгода отправим, вылечишься. Выкладывай все, блин. Он сразу начал выкладывать. А жалко его убить. Арагны бас блин. Раньше думали, блин, пристрелим его, увидим. Да. В этом деле есть ряд важных деталей, о которых стоит упомянуть. В период с 90 по 94 годы заместитель министра внутренних дел Кыргызской республики Шаршимбаев создает специальную группу по розыску некрофила, в которую входят несколько сотрудников милиции и начальник одного из отделов уголовного розыска. Ориентировки рассылаются по всему СНГ. Главной зацепкой является 46-47 огромный размер обуви, след от которого некрофил оставлял на местах преступлений. И в какой-то момент коллеги из Украины сообщают о том, что на территории их страны задержан подозреваемый, который бродит по кладбищам. Незамедлительно из Кыргызской республики были высланы оперативники для этапирования подозреваемого на территорию нашей страны. Сразу по прибытию подозреваемый был допрошен заместителем министра Шаршимбаевым и тем самым начальником одного из отделов уголовного розыска. Но, к сожалению, это был не Лукьянов. Когда еще не поймали? Все пристреливаем. Шутка была, жалко, да? Блин, жалко, как трогать. Через 2 часа журналисты приехали. Бишкека, полковник, все приехали. И все, ага, фотографии тебя били, он говорит, да вообще не трогали. Я сам признаюсь во всем. Вот 46 эпизодов написали, начали искать дела поднимать. 35, по-моему, нашли, а остальные нет. Доказано 35, да? Ну, доказано.
Ну, которые вот возбудили дело. А говорили, там, видишь, некоторые, возможно, скрыли могилку, а потом зачем распространять, закопали. А он это помнит. 46 свои эпизоды все помнят. Феноменальная память. Я говорю, шло время. Добирался с Орловки до Бишкека. Пешком никогда в автобус не садился, в толпу не заходил, потому что от меня воняет. Обычно после совершения серьезных преступлений милиция объявляет план перехвата, и действия, которые совершал Лукьянов, не были исключением, потому что вызывали серьезный резонанс. Поэтому сразу после обнаружения вскрытых могил милиция объявляла план перехват, надеясь задержать Лукьянова в передвигавшихся автомобилях либо в автобусах. Но личного транспорта у Лукьянова не было, а в автобусах он не передвигался просто потому, что от него дурно пахло. И к тому же он всегда сторонился общества. Поэтому пока милиция безуспешно обыскивала автомобили, проверяла автобусы, Лукьянов спокойно 3-4 ночи шел к себе домой вдоль железной дороги. Уходил вдоль Бичка, говорит, до 110-й квартал. Шарнарзера, да, я пешком. Там мать у него была, там жил. За сколько времени он добирался до Бишкека? А там он в среди ночи падал где-нибудь на свалке, спал. Блин. Там и питался. До людей не заходил вообще. Не подходил к нему. Все сразу к нему с отвращением относились. От него вонь трупный идет. Поэтому, говорит, никогда не садился. Пешком оттуда приходил, говорит. Здесь 3 случая было, вот на последнем на девчонке поймался. А так вот рейды делали, везде здесь искали. Все РОВД, Шеренгой станут, и давай искать его. Уголовный розыск или полностью все РОВД? Все РОВД по тревоге был поднят. Именно после того, как он вскрывал могилу, или постоянно после того, как... Нет, а так мы оперативно сами опера приходили, ночью дежурили. На могиле, да? А на могилке постоянно. Сюда приходили, дежурили. Сейчас СМВ есть, Осман Алиев Полоттель. Вот с ним приходили. Вот так. А первое впечатление, когда вы его встретили, кроме жалости, у вас еще было? Противно было, а потом жалость наступила. Человек больной, блин. Так что... Он же вменяемым признан, да? Да, меняем. Я говорю, все остальное отлично знает. Время туда-сюда. Разговариваешь, что это нормальный человек. Единственное, вот это влечение, я говорю, что такое... А у меня в мозгах, говорит, появляется охота и все. И все, я иду, говорит. И сила, да? Нет, днем иду, говорит, раскладываю, говорит. А как начинаю копать, и сила, говорит, у меня мощная появляется. 15 минут, говорит, могилу скрывал. Потом ножовкой или так доски повыдергивает. Кого насиловал так, кого, в сторону. Он сам рассказывал, в Аламедине первый раз попробовал. Говорит. 80-летнюю бабушку годичной давности. Первый раз попробовал, понравилось, но потом убийство тещи. Или тестя, я сейчас что-то не помню. По-моему, теща. Убил ее, на 10 лет сел. И это прекратилось. Тогда еще продолжалось бы. Получается, за 10 это время лет. не было, да? И он не Ну, совершал не преступления? было. И как освободился, сразу сюда, в Орловку. И пошло потом Орловка, Аламедин, Соколовка. Ну, в основном там больше. В Там же. Аламединском районе, да? Аламединский Там район. тоже параллельно искали с вами, да? Да, искали, сообщения приходили, ориентировки. Скрыто, некрофил. Потому что его трудно найти, он ни с кем не делился. Там подсобный аппарат туда-сюда, это все ноль. Только на случай, если на месте застичь. Значит, если бы в тот день он бы закончил свое дело, А ушел бы. через БЧК, вы бы его не нашли, да? Не. Только за счет... Никто ничего не видел. Единственное, вот одна видела перед вот, Кушнаревой. Девчонка маленькая, 13, говорит, там ходил, говорит, мужик, бич. Он маленького роста хромал. Там не совпадает, 150 килограмм вместе с гробом выкинуть. Не подходит. Физически, говорит, слабый был. Но все равно мы проверяли. И вот поэтому он оттуда увидели, Хромова приехали. Вы тогда кто позвонил были? Я лейтенант был? Да. Тогда уже капитан. Уголовного розыска. Да, в уголовке. Вообще не страшно было перед тем, как вы слышали, некрофил есть такой? Вы же представляли, наверное, какую-то здоровую... Ну да, судя по здорово. сообщению. Ну, Вы не представляли, что вот... А будем видите, стрелять при тогда. задержании стреляет, да, наверное, будет... стрелять будем на поражение только. Это не человек. Злые, ты что, выкопать там женщину, изнасиловать, ну уйти, не человек. По поводу того момента, что вот когда вы к начальнику РОВД заводили, Ага. получилось так, что он уже до этого расследовал, да, это преступление? То он раньше, оказывается, занимался, перед тем, как начальником РОВД к ним перейти, занимался в МВД, специальный отдел по некрофилу.
Задержание Лукьянова и вообще его дальнейшие признательные показания – это счастливое стечение обстоятельств, как бы странно это ни звучало. Потому что тот самый начальник одного из отделов уголовного розыска, который занимался розыском Лукьянова еще при Министерстве внутренних дел Кыргызской Республики, в 1995 году был переведен на должность начальника Кеминского РОВД. И именно к нему оперативники приводят Лукьянова сразу после задержания, потому что преступление резонансное и требует особого внимания. Но каково было удивление оперативников, когда начальник РОВД сказал то, что это не некрофил. И вообще, кого вы мне привели? Цитирую слова оперативников дословно. Но после уточнения некоторых деталей начальник РОВД все-таки поверил Лукьянову. А ну расскажи, это он в теме, как что там было, обстоятельства, все знал. Начал вопрос наводящий, точный ответ. Сразу... Те подробности, которые знал только... Только он, я-то не знал, я в Соколов не выезжал, в Аламине не выезжал. Он сказал, там нюансы, например, одного он оттащил в камыши, что ли, второго в люк забросил, там изнасиловал. Вот эти нюансы он-то знает. Он и преступник только знает. Он тот число, месяц, все говорит подряд. Какие вещдоки там оставил, лопату где оставил, где что оставил. Задержали, начали допрашивать его. Ну и здесь он признался. Şu 95-ci жылы ушул здание, ички иштер бөлүмүнүн зданиясы болчу. Мен күзөт бөлүмүндө дежурный болуп, ушул жерде дежурт этчүмүн. Кармап ар жагындагы комнатада карап отурчубуз. Помощниктер, башкалар болуп. Ошондо 3 дежурство карап калдык го. Келгенде болсо ушундай жаман начар жит келип атты да. ГВТ'си да келишкен, кийимдери да келишкен. Анан баары кирип чыгып эле аман эсен болсо экен, тиги айнек сындырып ийбесе экен, өлүп калбаса экен деген эме менен карап кайтарып турчубуз. Бир жолку дежурстводо балдар ушу аркы жагында складка окшогон жер бар эле, ошондо апарып жыты кетсин деп жуунтуп, башка көйнөк, башка бир шим, костюм эски, кереги жок жаткандардан берсе деле болбой эле, ушинтип эле жыт чыгып турчу да. Баары кирип чыгып эле, ай мунуңарды качан кетиресиңер, качан алып кетет экен, кантип дежурт этип атасыңар деп сурап кетчү да. Ошол менен алып кетти. Биринчи көргөндө мындай көзү киши болгон менен мындай какой-то бир башкача сезим пайда болот экен. Сразу жит келгенде мындай же адам эмес, же айбан эмес дегендейчи. Анан бирок карасаң эле адам эле да, бирок мындай башкача сезим пайда болот экен. Сүйлөшчүбүз, анан мындай көзүн акчырайтып карап коюп, кээсине жооп берсе, кээсине жооп бербей отуруп алчу аркы комнатада. Улам эле карап турчубуз. Аны менен деле аябай деле сүйлөшкөнгө деле мындай эме жок, жумуш болгондон кийин. Вот тогда такой этот ажиотаж был. В МВД позвонили, начальнику доложили сразу. Начальник сам, его в кабинет пригласили, его начальника в кабинете уже опрашивали. И после этого, чтобы убедиться в том, что действительно это так, чтобы ажиотаж не поднимать в МВД просто опять, да, просто так, чтобы не поднимать, там мы сопоставили все вот эти, там изъятие вещественных доказательств, вот это там была рыба, вот эта копченая, и эта рыба, совпадали, ну, по этим, и сразу позвонили в МВД, и в течение, по-моему, 2 часов уже с МВД уже вся группа приехала, кто этим занимался, все приехали, да, руководство приехало, там такой ажиотаж, даже нам этого и до конца не дали его допросить. Да. В селекции тоже ребят посылали, что поехали, посмотрели гроб, как это было, фотографии тоже где-то 5-6, да, почерк одинаковый. И в основном это в Аламединском районе. Сказали, что там где-то 17 фактов такое было, да, вот. После этого дело сразу забрали в МВД и увезли. Суд был, ну, после суда где-то в колонии или где-то повесился, да. Вот, в принципе, вот что сейчас я помню, да, это уже почти около 30 лет прошло. Вы лично общались с Лукьяновым?
Не, Лукьянова меня, вот в принципе, когда к начальнику РОВД завели, сразу к начальнику РОВД завели, потому что тогда ажиотаж. Адлы Ибраевич говорит, заведите ко мне, там привез, я говорю, даже мы сами не успели его с ним даже вот так поговорить. И все, в кругу тогда начальник себя, и он беседовал с ними. Ну что, уже руководство приехало, там что, мы по стойке смирно, давайте идите, все, спасибо. И не знаем, сейчас даже не помним, кто за это награду, сколько чего кто получил. Когда розыск шел вообще, обещания какие-то были со стороны руководства? Вот что вот? Руководство обещание говорит, тот, кто поймает некрофила, неочередное звание, 5-кратный размер заработной платы и отпуск месячный. Зарплата сколько была? А я уже не помню тогда. В общем, мне дали 200 сомов, тем двоим по 50. Который рядом оперативник? Да, Почему рядом. вам 200? А это там, говорит, выделяли, говорит, МВД. Так, Выбил там шеф, оказывается, выбил, сказал, вы что, ребята, делаете? Несмотря на тот ужас, который Михаил Лукьянов вершил все эти годы, оставаясь неуловимым, у него, как ни странно, была семья, но даже это не мешало ему измываться над телами умерших. И подводя итоги, я хочу сказать, что этот выпуск не про него, он про тех самых оперативников уголовного розыска, которые служили ради идеи, ради благополучия государства, не прося ничего взамен. Все вы прекрасно слышали, какие награды они могли получить за поимку преступника, которого вся милиция не могла задержать много лет, но не получили даже этого. Я считаю, что государство и мы как народ должны научиться ценить таких людей, пока они живы. Нам всем крайне необходимо, чтобы оперативники, да и вообще сотрудники милиции с подобными качествами приходили в милицию вновь. А мы, в свою очередь, должны научиться по достоинству ценить и уважать их труд. Перед тем, как мы планировали снять этот выпуск, я почему-то не хотел ехать к сотрудникам милиции с пустыми руками и попросил компанию Бертони изготовить подобные папки с нанесением названия Министерства внутренних дел Кыргызской Республики и их логотипом. Внизу располагается имя и фамилия каждого сотрудника, которому мы будем дарить эти папки. Внутри листы формата А4 для заметок, внизу также располагаются их имена и логотип МВД. Здесь места для хранения различных документов, визиток и прочего. Продукция очень высокого качества, ее не стыдно кому-то подарить. Я в очередной раз хочу поблагодарить компанию Бертони за то, что они предоставили продукцию столь высокого качества, которую реально не стыдно дарить. Если вы хотите заказать продукцию, такую же, либо какую-то еще, то все ссылки в описании.